Доброй ночи, дорогие телезрители, зрители моего канала YouTube. Рад вас видеть. Рад, что вы смотрите мой канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайк. Меня зовут Георгий. Тот, кто меня не знает. Те, кто меня знает и даже любит, и мои клиенты, вам можно не представляться. Значит, сегодня я заканчиваю работу уже какой час подряд, уже ножики кипят прям. Произошла такая ситуация, когда-то очень давно, лет 7 назад, 8 назад, красивая азербайджанская женщина и грузинский мужчина случайно встретились в Азербайджане, полюбили друг друга. Он обыкновенный моряк, ну как необыкновенный, капитан судна, вот, зарабатывает от времени к времени, то есть 6 месяцев ходит по контракту, зарабатывает хорошие деньги, 6 месяцев не очень. У него до этих отношений была женщина, от которого у него ребенок, которого он не признал, но, естественно, родственники с ним видятся, но он не помогает своему ребенку. Вот, в Грузии. Несмотря на все это, нашу женщину не испугало из Азербайджана, они влюбились друг в друга и начали жить вместе. Наш грузинский капитан перевез свою женщину в Грузию, там она забеременела первым ребенком, родила, потом вторым. Пока они жили, он почти денег не давал, то есть он любил прогухивать, проигрывать, почти дома не бывал и времени не уделял своей женщине, хотя она его очень сильно любила, ждала. И он загуливал, то есть 6 месяцев он уезжает куда-нибудь, и там у него появляется какая-нибудь любовница, временно, естественно, пока корабль стоит, на разгрузке или еще что-нибудь. Ну и вот она терпела это долгое время, пока в какой-то определенный момент ее муж ушел на 7 или 8 месяцев. Один из друзей нашего грузинского товарища начал клеиться к нашей прекрасной женщине из Азербайджана, она очень красивая. Вот. И она дала свою вину, так как у нее давно не было секса, так как она узнала об измене, так как она узнала еще вдобавок к тому, что у нее мало того, что один ребенок уже был, оказалось в браке, он еще одного ребенка случайно в Грузии заделал, как рассказывал он своей жене, что случайно, не зная на меня без, спустился и штаны открылись сами по себе, женщина на меня запрыгнула, а через 4 месяца я узнал, что она беременна, она мне вообще никто, и с ней сексом один раз в жизни занимался, только когда я был пьяным, накуренным. Она это все сглотила, и после того, как он ушел в рейс, вот она загуляла, буквально несколько раз у нее был секс с ее лучшим другом. Ну, скажите, зрители, кто тут прав, кто не прав, да? Грубо говоря, мужчина в отношениях завел изначально ребенка от неизвестной грузинской женщины, живущей в этом же городе. Она об этом узнает перед отходом судна и в полном шоке. Он говорит: ну я же тебе не изменял, это было случайно, она на меня накинулась, штаны открылись по пьяни, и как бы и все, и вот как бы так, я не знаю, как так получилось. Типа это она виновата, она мне вообще никто, и секс у нас был один раз, и то это было или не было, я не помню, наверное, надо генетическую экспертизу проводить. Как человек вообще завесил, естественно, женщина очень обиженная на него, девушка, у нее 2 детей на руках, ну, за ней очень красиво ухаживает его лучший друг, который знает, что его друг ушел в море, и он пытается за ней ухлёстывать, вместе добавляя ей, что, представляешь, а он еще загуливал, твой любимый муж. И она поддается страсти и, несколько раз с ней переспав, завершает эту всю историю. Вот.
А, И ну, Грузия страна болтунов, все друг друга знают, все друг друга болтают. Естественно, наш дружбан кому-то проболтался, еще кто-то другой другому проболтался. И по приходу корабля в Грузию с мужем, муж уже узнает такую вещь, что она якобы ему изменила. Естественно, она эту информацию не подтверждает и не опровергает. Ну, частично соглашается, да, он за мной ухаживал, там, тыры-пыры, растопыры. На что он говорит, я тебе никогда не прощу измену. Хотя она не говорит, что она изменяет. Да, он ухаживал, да, мы несколько раз встречались. Но секса у нас типа не было. Вот, на что наш муж говорит, все, мы с тобой расходимся, до свидания. И она уезжает из Грузии с двумя детьми к себе в Азербайджан. Вот. А наш мачо, который любитель погулять, любитель травки покурить и всего чего угодно, остается в Грузии и начинает ей мозги ебать, не высылает денег на детей. И так продолжается несколько лет. И параллельно заводит еще и другие отношения. И периодически приезжает, говорит, как ты могла мне предать, какая ты плохая женщина, как ты могла, хотя он достаточно грубо и плохо с ней обращался все это время. Вот, в итоге все дошло до того, что у него появилась другая женщина, а он еще женат. Официально он женат с ней. Вот, в Азербайджане. И появляется другая женщина, и эта женщина из Азербайджана мне говорит, что давай-ка мы с тобой сделаем так, я хочу вернуть, все-таки у меня 2 детей от него, да, я совершил ошибку, но я его люблю. Ну и как бы он сам меня подводил к этой ошибке, не был дома, не уделял внимания, гулял и так далее. Когда даже приезжал с рейсов, его было очень мало дома. Вот. И на данный момент мы делаем отворот от той девушки, с которой он начался встречаться, и сильный приворот, усиление сразу, и еще это какого узду, чтобы у нее ни на кого на другого не стоял. Значит, прямо сейчас мы уже заканчиваем все эти варианты, кукла уже давно готова, она уже отправлена, осталось вот последние штрихи закончить. Я вам, дорогие девушки, дорогие мужчины, говорю, оцените людей, которые рядом. Не поступайте с ними так. Если вы разлюбили человека или чувствуете, что он вам не нужен и чувства ушли, лучше уж честно разойтись, чем вот так вот. И я считаю, что ты сделал этого ребенка, 2, 3 детей, ты должен честно давать денег на этих детей. Не зависит, какие у вас отношения с вашей второй половинки, в которой вы разошлись, но вы когда-то ее любили, и ваши отношения со второй половинкой не должны отражаться на ваших детях. Ни финансово, ни как-либо по-другому. Так что вот так вот. Любите и цените людей, которые рядом с вами. Ведь знаете, счастье мимолетное, и как только вы его схватите, то есть невозможно всегда быть счастливым, да, с человеком живешь там сегодня, завтра, сейчас, какие-то плохие моменты жизненные бывают. Ну, то есть счастье приходит частями, да, то есть нельзя там 24/7 там, каждый год быть счастливым постоянно. Естественно, сегодня ты счастлив, сегодня ты расстроен, сегодня еще что-то. Ну, если ты любишь человека, да, ты проживешь с ним и счастье, и горе, и все остальное. Не в деньгах счастье, а в любви и в человеке близком, которому ты любишь, которому ты можешь доверять, в котором ты уверен. Любите и цените друг друга. Ну что, поехали?
Ведь знаете, сколько вы отдадите любви человеку, которому с вами, насколько вы будете честны с человеком, который рядом, столько же вы получите обратно. Мир вам не в этих, как в других отношениях вернет. Даже если к вам относятся плохо, но вы сделали все по-честному с этим человеком и ушли по-честному, то и в следующих отношениях вы получите счастье. Или в этих отношениях в концовке у вас все равно будет все хорошо. Относитесь честно к своей половинке, к людям, которые рядом. У нас загулявшему мачо ему пришел конец. Мы сделаем все, чтобы он вернулся к своим детям. Он сам наделал столько детей. Сам был виноват, что жена загуляла. Он не смотрел на свои ошибки, то, что он натворил. Хотя он сам долго страдал, но как настоящий грузин и тот человек, который в Грузии если узнали все, то обратного пути нет. Любишь ты, не любишь. Как ты будешь смотреть людям в глаза, что моя жена изменила. И он говорил, что я тебя люблю, но ты сделала то, с чем я не могу смириться. И общественное мнение не дает им сойтись, так как об этом проступке жены узнали все. А вот это общество, когда мужчина может делать все, а женщина не может ничего себе позволить, то есть он много раз изменял, заимел детей другой женщины в браке, а она несколько раз изменила, но и до конца не призналась ему, что она изменила. Она ему сказала, что нет, мы просто общались и с друг другом разговаривали. И гуляли, свидания проводили. И вот он все равно не может ее простить и даже поверить. Хотя она на самом деле изменила, но и он много раз звонил, как ты могла, не понимая, что он сам наделал это. И у него появилась другая женщина в какое-то приличное время, то есть он не мог, скажем так, вернуться не потому, что не любил, да, он в заднике-то, скорее всего, понимал. И то, что грузинское общество там и многие там закавказские страны устроены так, что женщина это никто, она не может поступать так же, как делает это мужчина. То есть мужчине можно изменять, а женщине нельзя. Но я считаю, что вообще ни мужчине, ни женщине нельзя изменять в отношениях. Нужно быть честным. Если ты хочешь изменять своей жене, значит ты, наверное, скорее всего, ее разлюбил. Или это просто слабость. Ты действительно любишь свою жену, но тебе просто хочется новое тело, и ты хочешь поразвлечься. Так, это слабость. И, значит, ты виноват, прежде всего, в том, что ты напередок, как говорят, женщина напередок слаба, так и мужчина говорит, напередок слабый. Вот видите, как у нас ножики расплавляются. Ручки из
хорошие стали даже разваливаться мужики в течение недели. Я считаю, что мужчины и женщины равны, и не должно быть такое, что мужчина может совершать такие поступки, а женщина нет. Я имею в виду, что если мужчина изменил, ему можно простить, если он любит, а женщина изменила, и она любит, ей нельзя простить. Я не говорю про постоянное, да, а вот когда мужчина сам был виноват в данной ситуации, или когда, то можно было простить. И понятно, что в Грузии не дали бы им жить, но можно было переехать в Азербайджан, там, где никто про эту историю не знал, жить спокойно. Но для грузина же это вопрос чести. Он не смотрит на то, что он завел ребенка в браке. Она смотрит на то, что когда он завел ребенка, она-то это сделала, потому что он сделал эти гадости. Она, грубо говоря, подсознательно сделала в ответ ему, хотя любила своего мужа. Вот, а теперь мы всячески возвращаем загулявшего мужа, у которого двое маленьких детей, у которого сейчас уже появились чувства, но он проявляет свои чувства, но не может вернуться, потому что все не поймут, как так, это же честь, его честь. Он не думает, что он сам по себе сделал гораздо худшие вещи. Он сделал в браке ребенка. И это, я считаю, нечестно. Я считаю, должно быть равноправие. Конечно же, мужчину, женщина должна слушаться. Но какие-то простые, банальные вещи должны быть равноправными между мужчиной и женщиной. Мне кажется, это пережитки прошлого, когда женщина это никто, это человек, который должен просто сидеть с детьми и терпеть любое унижение от своей любимой второй половинки, отдавать всю свою молодость, свою любовь и терпеть гадости и побои. Я считаю, что она правильно делает, что наказывает. Она, кроме того, что она хочет вернуть, она еще и наказывает нашего Ловеласа.
Так что мы делаем теперь так, что нашего мужчина больше не будет ставить член на другие женщины. И делаем отворот от той женщины, с которой он успел найти, пока все это происходило, сюда дело. И делаем сильный приворот так, чтобы он никуда не делся, несмотря на свои обычаи, свои понятия. И нашел выход из той ситуации, когда он привел к тому, что его любимая женщина ему изменила. А вы сами расскажите, как вы считаете, правильно в данной ситуации? Правильно сделала, что она ему изменила и сделала больно? Она это сделала не специально, она, скорее всего, это сделала подсознательно, потому что, на самом деле, она этого мужчину особо и не любила, то есть чувака, который ухаживал за ней, она просто подсознательно хотела наказать своего любимого мужчину за то, что он не уделяет ей внимания, изменяет ей с другими женщинами, и тем более еще и в том городе, в котором они живут. Ей просто хотелось внимания от мужчин, кроме всего этого. Ну, возможно, она тоже совершила ошибку, конечно, надо было понимать, что в кавказской стране изменять с лучшим другом это хреново, конечно, но они оба хороши. И старт всему этому дал мужчина, потому что она бы в принципе ему не изменила. Она его очень сильно любила. Если бы он хотя бы не предавал ее, не изменял с другими женщинами, не заимел в браке ребенка от другой женщины, тем более в этом же городе. Ситуация, конечно, ужасная. Но я понимаю, у нее 2 маленьких детей. Она до сих пор любит этого человека. И хочет его вернуть и наказать. А на этом все. Всего хорошего. До встречи. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайк. До свидания.